Привет, друзья! Ну что, сегодня чистая геометрия, чистый 8 класс. Красота невероятная. На диаметре сверху окружности стоят два квадрата с площадями 3 и 4. Нужно найти площадь желтого, у которого одна вершинка находится в центре. Ну что, поехали! Итак, я сейчас изложу свое решение. Вы вчера сделали меня там на лютой задачи из 8 класса, дошли, простое решение, там, провели радиус точки касания, молодцы большие, вышли на прямоугольничек там, и 3 плюс 2 получили 5, так, и нужно поступать. Ну что, площади красного и зеленого известны, найти площадь желтого, я обозначу стороны квадратиков А и Б, верхних, а нижнего С, и С равно радиусу отмечу, и скажу, что А в квадрате равно 3, b в квадрате равно 4, и нужно найти c в квадрате. Все просто, красиво, лаконично. Первый шаг, который я сделаю, будет таким. Смотрите, я проведу, как всегда, две диагональки этих соседних квадратиков. Они перпендикулярны, правильно? Да, здесь прямой уголок. Ну, кто будет спорить? Никто. А вот здесь я проведу отрезочек, который назову АБ. Хорошо? А и Б. Ну, все. И найду АБ в квадрате из прямоугольного треугольника. Из вот этого прямоугольного треугольника найду АБ в квадрате. Ну, сначала я найду вот стороны катеты. Из квадратиков диагональ квадрата равна А корень из 2. А это диагональ. Будет Б корень из 2. Ну, тогда из треугольника получается АБ в квадрате будет равно А корень из 2 в квадрате плюс Б корень из 2 в квадрате. Это будет 2а в квадрате плюс 2b в квадрате. Даже и красиво, правильно? Но теперь наступает главная развязка. Смотрите. Я возьму и построю точку симметричную точке А относительно диаметра. То есть проведу вот вниз. Вот так это перпендикулярчик. Из-за того, что диаметр, а это центр, диаметр перпендикулярный к хорде, делит ее пополам. То есть вот этот отрезок равен вот этому. Ну и он же равен вот этому. Это же квадрат. Получается все очень красиво. Смотрите, если я проведу вот такой отрезочек, о, то я получу, ну, сплошную прямую А1Б. Здесь 45 градусов, здесь 45 градусов, здесь 45 градусов, там 90 градусов. Все. Получается развернутый угол 180. Доказано. АБ сплошная прямая, но, что интересно, сколько будет вот этот уголок градусов? Вот этот. Вот этот уголок будет 45 градусов. Он вписанный в окружность. Он опирается на дугу АБ. Дуга АБ 90 градусов. Хотя это нам не надо. Напишем. А где центральный угол, который соответствует дуге? А вот центральный угол, посмотрите. Вот центральный. И сколько он будет градусов тогда? Ну, центральный. Вписанный равен половине центрального угла. Вписанный угол равен половине соответствующего центрального угла. Значит, этот прямой. Невероятно. Два прямоугольных треугольника рядом. В этом фокус. Теперь из этого прямоугольного треугольничка я тоже найду АБ. Напомню, что ОБ это радиус. Ну и это радиус, правильно? Катеты являются радиусами, они же равны С. Ну, можно написать АБ в квадрате равно r в квадрате плюс r в квадрате или c в квадрате плюс c в квадрате, 2c в квадрате, да? 2c в квадрате. Все. Ну, это одно и то же АБ в квадрате. Ну и вот наша красота неземная. 2а в квадрате плюс 2b в квадрате. С одной стороны b в квадрате и 2c в квадрате с другой стороны b в квадрате. Ну, все. У нас получается а в квадрате плюс b в квадрате равно c в квадрате. Невероятно, ребята, просто невероятно. Получается, что S1 плюс S2 равно S3. Вот у нас получается, что вот это у меня S1, вот это у меня S2, вот это у меня S3. Ну и что получается в конце концов? 3 плюс 4 равно 7. Задачка решена, ну, казалось бы, невероятно. Если кто-то скажет, что практически это очевидно, никак не очевидно, присылайте свои замечательные решения. Вы большие молодцы. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.